Здравствуйте, друзья! В этом видео мы с вами разберем еще одну базовую технику Сёрин зе Кэмп – удар джунский. Перед началом занятия обязательно не забудьте выполнить разминку, хорошо разогреться. Я уже размялся, поэтому давайте приступим. Исходное положение кайсоку чунакамай. Ручки на пояс. Начинаем с переноса веса тела. Переносим вес тела на одну ногу и теперь делаем поворот бедер в обратную сторону относительно предыдущего занятия. Раз, два. Мы как бы поворачиваемся лицом к центральной линии. В обратную сторону. Раз, два. Обратите внимание, что бедро уходит, подтягивает за собой пяточку. Раз, два. Как и прежде, бедра и плечи двигаются синхронно, соединены друг с другом. Раз, два. Давайте посмотрим положение относительно оси. Итак, в исходном положении ось у нас вертикальная. И сейчас нам необходимо совершить вращение как будто бы вокруг дерева. Представляем, что у нас здесь дерево, и мы вращаемся вокруг него. Сюда. Раз. Сюда. Два. Так, чтобы напротив дерева вот здесь вот нас не было. Мы уходим с центральной линии. Очень важно, что таз уходит вместе со всем туловищем. И положение центра тяжести, контрольной точки, солнечное сплетение, колено и основание подушечки большого пальца. Они опять находятся на одной линии, видите? То есть нет отклонений туда, нет отклонений сюда, спина прямая. Опять вращение в обратную сторону, сюда. То же самое здесь. Точно такое же упражнение, как и в предыдущем видео с фуримюки, можно выполнить с палочкой за плечами. Раз, направляя один конец палки вперед. Два. Никаких скачков по высоте нет. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Дополнив данное движение движением руками, мы получим базовую технику защиты Сёрин зе Кэмп, уклон кайшинуке. Исходное положение кайсоку чунакамай. Вращение таза уходит все туловище. Одна рука раскрывается, опускается вниз на уровень живота, защищает низ живота. Вторая рука в кулачке находится точно так же локтем на ребрах. Вращение в обратную сторону. Обратите внимание, движение начинается с переноса веса тела, с таза, с центра тяжести, как самую медленную и тяжелую часть тела. И заканчивается самыми легкими подвижными движениями руками. Раз, два. Все движение заканчивается одномоментно. Раз, два. Раз, два. Движение кайшинуке лучше всего отрабатывать в паре. Вы можете попросить помощи у своих родственников дома. Не забываем делать троих при выходе в пару. Ой. Кайсоку сюда. Ой. Стоим друг напротив друга. Один партнер стоит со стрелочкой, второй выполняет кайшинуке. Ич. Ни. Взглядом не забываем контролировать. Сан. Си. Доворачивайся больше. Го. Руку спину ровнее. Сичи. Пати. Кью. Дзю. И не забываем меняться. Точнее. Вы можете уходить в разные стороны. Так что партнер шел точно посередине, как ледокол, стремясь попасть в вас. Вы можете уходить в разные стороны. В одну и ту же сторону. Партнер не подыгрывал этой стрелочкой. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Ай. Хорошо. Следующее подводящее упражнение к удару джунский – это упражнение на выхлест рук. Аналогичное движение с фурикатски с данным переносом веса тела и вращением кайшинуке. Выхлестываем ручки свободно, расслабленно. Раз, два. Почувствуйте, как именно движение всего тела закручивает и выхлестывает руки. Раз, два. Их траектория сейчас абсолютно не важна. Важно прочувствовать расслабленность и вот это волнообразное движение, как они вылетают. Впоследствии останется их только
направить в нужном направлении. Не забывайте дышать при этом. И именно мысленно себя расслабляйте. Прямо вот начиная от лба, посылайте волну расслабления по всему телу. Легкость и расслабленность. Далее, с учетом всех предыдущих упражнений, мы с вами переходим непосредственно к удару джунски. Исходное положение кайсоку чунакамай. Перенос веса тела, вращение, и как и прежде, импульс рождается в носочке ноги. Но теперь вращение происходит в обратную сторону. Вот сюда. Вот сюда. Выходит рука. Что здесь важно? Уход в кайшинуке. Импульс, толчок. Импульс проходит через бедра, выхлестывается рукой. Поскольку мы уходим с линии атаки, удар совершается под углом к линии атаки. Кулачок находится в абсолютно естественном положении, как вот если бы мы руку подняли, примерно под 45 градусов. Не вертикально, не горизонтально, примерно под 45 градусов. Данное положение кулака обуславливается тем, что данный удар чаще всего наносится именно в шею, и сюда он как раз ложится под данным углом как нельзя лучше. Кулачок должен заходить за центральную линию примерно на несколько сантиметров, так как бы пробивая сквозь цель. Обязательный реверс-возврат. Вторая рука остается на своем месте, локоточек на ребрах. Сюда. Кулачок может чуть приподняться. Опять вращение, импульс. Плечи расслаблены, ручки выхлестываются, как и прежде, за счет импульса от ног. За счет ног. Сюда, 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 сюда. Не забываем про дыхание. Короткий выдох с напряжением животика. На движение. Точность отработки удара джунски лучше всего работать тоже в паре. Продемонстрируем. Один партнер выставляет ладошки, второй работает джунски. Ич, ми, сан, си, го, року, сичи, хачи. Больше доворачивайся. Кю, дю. Хорошо, не забываем меняться. Ич, ми, повыше чуть-чуть. Сан, си, го, року, сичи, хачи, кю, дю. Итак, друзья, характерные ошибки при выполнении джунски, которые необходимо избежать. Первое. Не отваливаться назад и не наклоняться вперед. Спина должна быть прямо. Но при этом держите себе в голове такой вот образ, когда каждая клеточка вашего тела стремится туда в удар, вложить свой вклад, внести свой вклад туда. Такой вот конус с острием в кулачке. Сюда. Вот сюда. Все вперед. Корпус. Еще раз. Солнечное сплетение над носочком. Над носочком. Не вертикально стоять. Чуть-чуть сюда. Чуть-чуть сюда. Вперед. Второй важный момент. Когда говорят, что необходимо вращать бедрами, очень многие понимают это так, что необходимо таз послать по кругу. И делают это излишне, вынося его в сторону. Тем самым создают эффект заноса и своего дисбаланса. Этого делать не стоит. Необходимо послать именно бедро, переднюю часть бедра в удар, вперед. От импульса. Сюда. Сюда. Вперед. Далее, аналогично предыдущему удару фурикатски, для того, чтобы прочувствовать связь опоры рождения импульса, точки рождения импульса и точки приложения силы, точки контакта с целью, статическое упражнение у стены. Поскольку удар у нас совершается под углом, сейчас мы к стене станем под углом примерно 45 градусов, выведем конечную фазу удара, положив ладошку на стену, перенеся вес тела. И теперь необходимо прочувствовать контакт, связь между ладонью на стене и толчковым носочком сюда. Почувствуйте этот импульс туда. Связь. Как вы толкаетесь ногой, и давление переходит через руку в стену. Туда.
Еще раз, здесь акцентируется не на максимальном усилии, а именно на прочувствовать эту связь. Прочувствовать связь. Носочек, рука. Носочек, рука. Соответственно, сделать на другую сторону. Тихонечко усложняем. Переходим к следующему удару. Двойному удару. Рэнцки. Комбинация ударов джунский и фулькацкий. Якутский. Для этого выполним подготовительное упражнение. Исходное положение. Кайсоку чуранкамай. Ручки ставим на бедрах. И работаем на 2 счета. Первый счет. Ичи. Перенос веса тела. Движение джунский. Счет ни. Не меняя положение центра тяжести. Толчок опорной ногой. Вращение бедра. Сан. Перенос веса тела. Бедро уходит чуть назад. Примерно до фронтального положения. Чуть-чуть за него. С переносом веса тела. И опять выходим на джунский. Получается такая 8. Ич. Ни. Ич. Ни. Ич. Ни. Ич. Ни. Ич. Ни. Я настоятельно рекомендую не пренебрегать данным упражнением и в таком спокойном, медленном темпе, желательно перед зеркалом, с полным самоконтролем, делать его достаточно большое количество раз для того, чтобы данное движение стало вашим движением, оно чтобы вошло в вашу суть, чтобы вы его запомнили и тело его приняло. Тогда дальнейшие движения рук будут уже накладываться гораздо легче. Объединяя движение джунский и фулькацкий, переходим к движению дзёчуниренский. Двойной удар руками на верхний и средний уровень. Исходное положение кайсоку чуранкамай. Счет ич. Перенос веса тела, вращение джунский. Дзёдан. Всегда ориентируйтесь на свой рост. Дзёдан – это уровень верхней части тела головы. На уровне своего роста. Джунский дзёдан. На счет ни гякутский чудан. Ич. 8. Ни. Ич. Ни. Ич. Ни. Ич. Ни. Ич. Ни. Ич. Ни. Ич. Ни. Продолжая работать в таком ритме, постепенно уменьшаем паузу между первым и вторым ударом, стараясь делать их также на 2 счета, но друг за другом непрерывно. Ични, 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 ични. Обязательно не забываем про уклоны. Кайшинуке, фуринуке. Кайшинуке, фуринуке. Ични. Уменьшаем паузу практически до нуля. Добиваемся того, что второй удар начинается одновременно с возвратом первого удара. Вот сюда. 1, 2. Помимо того, что уменьшается пауза между ударами, соответственно, время на вашу атаку уменьшается, возвратное движение руки помогает движению второй руки, создавая реверс. Возврат руки возвращает и плечо, и бедро, добавляет дополнительный импульс в удар. Такое реверсное движение. Представьте, что вы рвете толстую книгу. Рвете толстую книгу руками. Сюда. 1, 2. 1, 2. Движение рэнцки лучше всего отрабатывать тоже в паре, если кто-то поставит вам ладошки мишени. Здесь очень важно различать уровни ударов. Выглядит это примерно так. Кайсоку чуранкамай. Кайсоку чуранкамай. Ладошки ставим одну напротив головы, вторую напротив солнечного сплетения. И партнер начинает работать. Ич. Ни. Чуть поживее можно. Сан. Си. В сторону меняй. Го. Роко. Сичи. Хачи. Кю. Дю. Достаточно.
Движение ренски можно отрабатывать также в паре с партнером, а можно точность этих ударов отрабатывать опять напротив какого-либо вертикального ориентира. Опять, например, возьмем косяк двери. Встаете так, чтобы вы были центральной линии точно напротив него, и контролируете уход с линии, атаку в линию. Будь то одним ударом, будь то другим. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И то же самое на один счет. В конечном счете движение дзё чу ни ренски должно выглядеть как один двойной удар, выполняемый на один выдох с полной концентрацией. Ич, ни, сан, си, го, рок, ич, ач, кю, дзю,